Валера, 6 декабря, среда. Город постепенно готовится к новогодним праздникам, поэтому самое время по нему пройтись. И, как вы видите, погода довольно-таки неплохая. То есть я думал, что будет хуже. Дожди только что закончились. Вот буквально несколько минут назад дождь закончился, хотя порой поливают еще ого-го как. Но вроде погода улучшается. А к пятнице, я так понимаю, вообще погода будет прям идеальная. Прям солнышко, будет все хорошо. Ну и сейчас, смотрите, как классно. Прогуливаешься, дышишь морским воздухом, то есть все здорово. Вот, на велосипеде катаюсь здесь. То есть зимой, зима, представьте. Плюс 12, да, сейчас где-то на улице, может, плюс 13. В общем-то, неплохо, я бы хочу сказать вам. Весьма неплохо. Народ вовсю рыбачит, как мы видим здесь вот. Закидывают сетку и ловят что-то. Нет, но вид на город здесь всегда был прекрасный. Просто классный. Здесь вот вдалеке находится порт. И отсюда можно отчалить в Италию. До Италии ехать часов 6-8, насколько я понимаю. Хочу вам сразу сказать, ребята, что на Лунгомаре, то бишь набережной, признаков жизни зимой особенно-то и нет. То есть, смотрите, вот видно, что здесь где-то тут флаг висит, тут, видимо, кто-то живет. А так, смотрите, все завешено, зашторено, то есть вот все закрыто. То есть никого здесь и нет. То есть все эти люди приезжают только в летний сезон, преимущественно. Потому что зимой здесь инфраструктуры толком и нет. Ну, работают пару ресторанов, хотя в основном все закрывается. Так что здесь брать недвижимость стоит только в том случае, если скорее инвестиция и расчет на туристов. А так вот будет все просто простаивать зимой и ничего делать толком не будет оно. Ну и плюс еще сырость, понимаете же, рядом море. Поэтому борьба с сыростью будет постоянным занятием. Так что здесь не очень надо брать недвижимость, если вы хотите реально здесь жить, понимаете, на первой линии. Но это, как всегда, в южных городах такая система, но просто, чтобы знали. Прокатимся, что ли, по набережной, ребят. Посмотрим, что здесь вокруг есть. После дождя лужицы всюду, поэтому не слегка мокровато. Вот народ обходит меня, и правильно. Если я еду на велике, меня нужно обходить. Тучи, конечно, грозные всюду. Грознючие тучи висят. И дождь будет, я так понимаю, и ночью, и завтра весь день будет дождь. То есть четверг получается. Разве что в пятницу, скорее всего, будет хороший денек. Так что вот смотрите сами, климат такой. Ну, в принципе, зима, я бы не сказал, что холодная пока что. Может быть, в январе-феврале будет сильно холодно. Но, я так понимаю, до нуля опускаться будет даже не часто. Вернее, минусовой температуры, по идее, быть и не должно. А так, плюс 5 ночью, да, это нормально. Днем, значит, плюс 10 получается и плюс 12-13. И туда-сюда колеблется. То дождь, то нет дождя, то есть ветер, то нет ветра. То солнце, то вот такие вот тучи висят. То есть вот так все зависит. Вот, море волнуется как. А вот, друзья, мы постепенно подъезжаем к новогодней елке. Елку установили буквально сегодня. И можно увидеть, что еще даже машины для установки не убрали. Вот они все стоят рядом с елкой. Елка просто красавица, судя по убранству. То есть очень весьма приятно смотрится. Тут тоже вот иллюминация различная на бульваре. То есть весьма и весьма красиво. Можно полюбоваться елочкой, а потом пойти попить кофе в соседние ресторанчики и кафешки. Вот такой креатив сборочный, да? Все это поубирается, я думаю, скоро. Кому это все надо сейчас? Даже никого не вижу толком здесь. На всех этих детских площадках. Холодно уже, чтобы кататься. Вот там вот пивная хорошая виднеется. Канина называется. Вроде недорогое пиво там как-то употреблял. Здесь у нас Арьоли, чтобы скушать мороженое и попить кофе. Но сейчас оно не работает. Как мы видим, все закрыто. Здесь у нас находится офис Водафона и сувенирная лавочка. Вот она здесь. Возле Маншери у нас есть детская площадка. Смотрите, также горочки, которая может спуститься с вершины и прямо в лужу. Очень красиво, кстати говоря.
идея просто на 5 с плюсом. Вот, тут музей независимости Албании, кстати, неплохой. Советую зайти посмотреть. Весьма интересные артефакты там находятся, в том числе первый флаг Албании. На минуточку, очень интересно. Так, что у нас здесь? Здесь просто такой сад. Здесь можно просто трипы устраивать. Ну, в том плане, что прогуливаться ночью пьяным очень здесь интересно. Советую. А так делать тут, в принципе, нечего. Ну, площадка и площадка. Не знаю, для чего это было сделано. Может, сюда палатки ставить можно в этом плане. В общем, не знаю я, в чем затея здесь такая великая. Но, тем не менее, вот имеется такое место. Отсюда вот хороший обзор с вершины. Но кто-то стоит здесь на вершине, потому подниматься не буду, чтобы не мешать. Вот. А здесь, смотрите, снова какая-то площадка. Ну, может, вертолетная площадка, но не знаю. А здесь у нас баскетбольная площадка. И никого нет. Только вот кран работает, что-то там делает. А так что вот такие вот дела. Ничего зимой не происходит. Не зимой здесь весьма и весьма скучно. Просто имейте это в виду. Зимой здесь делать нечего. На главном бульваре также все в украшениях. Это называется бульвар Исмаила Кемали. Так что вот смотрите, как красиво все смотрится. Другие кафешки также в новогоднем убранстве. Акция называется «Поставь елку везде». А также традиционные европейские такие палаточки, где можно купить там глинтвейн, вино, пиво, да. Но здесь, судя по всему, я пока только пиво вижу на разлив. Может, там еще и глинтвейн будет попозже. Кстати, кто хочет поиграться в игрушки, Area 51 очень неплохой центр компьютерных игр. 1 евро час стоит за компом. Очень неплохо. А этот тип украшений я называю совковый креатив. Ну, то есть прикольно, конечно, но так устарело, как на мой взгляд. А это детская площадка. Называется Аулона. Парк такой. А это автобус местный городской едет. Проезд 50 лек, то бишь 50 ре. Друзья, хочу презентовать вам новый тип лавочек. Называется лавочка албанская. Это невидимая лавочка. Она как бы есть, но ее как бы и нет. То есть посидеть здесь самое то. Очень красивая лавочка на самом деле. Вот. А это вот старая модель, это недоработка. Вот. Доработка, когда вот так вот все выглядеть. Это 3D лавочка, или, как сказать, виртуальная реальность. Во. А вот еще один парк в Авлёре. А здесь в кафешке также все раскрашено по-новогоднему. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы зарядились новогодним настроением и ощутили, что такое зима в Албании, а точнее новогоднее настроение. Конечно же, в Тиране настроение гораздо более интересное, потому что там, ну, столицы, конечно, там больше всего. Но, в принципе, даже в курортных городах типа Влёры вот есть некоторые элементы новогоднего настроения. Хотя, конечно, снега не хватает, но ходить приходится уже таких в курточках толстых, понимаете? То есть все-таки не тепло. Особенно ночью вообще. Так. Центрального отопления нет, потому что нет. Приходится немножко даже порой мерзнуть по утрам. Так что вот, ну, обогреваться приходится, короче говоря. Спасибо за внимание, подписывайтесь, будет еще видео и пока.